Что мы уже раньше сделали? Мы автоматизировали работу, что браузер сам может залогиниваться в YouTube. Это была такая основная загвоздка. Отладили, что правильно фильтруется контент, private видео, заходит внутрь, находит languages и выставляет language Russian. И дальше вот мы отсюда будем продолжать уже работу сейчас. На финальной вкладке, там, где уже написано Video Language Russian, найди Edit Subtitles и нажми эту кнопку. Дальше скажу, что нужно делать дальше. Пока сделай только это, закоди сделай следующий шаг в код и запусти скрипт. Так, у нас уже есть дамп файлов, то есть у нас страницы записаны сюда, и он уже просто обращается, кстати, да, нет, исключить эти файлы из отслеживания. Так, как их исключить? Git add git add знаю, а вот как убрать из отслеживания, не помню. Я дамповские файлы моих страниц случайно добавил в git add. Убери, пожалуйста, их из git отслеживания. Гляну dump translations. Ну, то есть просто не так называется файл. Чуть-чуть по-другому. Translation pages HTML. Ждем и нажимаем кнопку Edit Subtitles. Ждем перехода на новую страницу. По-моему, там нету перехода на новую страницу. Это открывается все внутри. После нажатия Edit Subtitles вылазит поп-ап, а не новая страница. Тогда вместо wait for load state нужно ждать появления новых элементов. Сохраняет дам памяти, чтобы увидеть, что появилось. Да, но вот это правильно. Так, выполняем, да, выполняем. Запускает. Заходит. И внутри... И заходит во вторую, и внутри побывал. Так, что нам теперь нужно найти?
Попробуй найти вот этот вот элемент и какой у него селектор, как до него правильно достучаться. То есть это визуально 3 точечки. Как я понимаю, при наведении мышкой там есть надпись Options, и надо нажать на нее, и там будет Download Subtitles. Вот его элемент. Вот, Download Subtitles. И потом... Так, я не понимаю, что случилось. Download Subtitles. Ага, и они загрузились, какие-то субтитры. Как-то много... Ну да, длинный файл, поэтому 89 килобайт. Да, хорошо. И в загрузке появились новые файлы с субтитрами. После этого нужно нажать крестик. У крестика вот такие вот стили. Нет, можно крестик не нажимать. Просто потом скажу, что дальше надо делать. Хорошо, что GPT у нас в фоне может все писать, что не надо в ней активно быть. Она просто считывает микрофон и все. Так, читать, да, можно читать, нужно читать. Дам сохранился, ищу кнопку читать, да, читать. Поиск area label. Ну, да, поищи. Ждем пункт меню, Download Subtitles. Ждем кнопку Options, 3 точки в поле. Давай попробуем. В любом случае, загруженные файлы и попапы, они попадут аппендом в дамп файла, чтобы ты потом смог прочесть, как там все правильно все. И ты это увидишь? Пока все правильно происходит. Новых файлов, по-моему, не было закачано. Ну, сейчас вернемся в... Так, понял, добавлю сохранение дампа попапа в append режиме, чтобы каждый запуск дозаписывал состояние. Так, page, ага, да, окей. То есть сейчас он пока что не записывал. Ему нужно перезапуститься.
Options не нашлась. Да, дамп не создался, запуск был до моего редактирования. Да. Давайте попробуем вручную ему помочь. Copy selector. Попробуй, чтобы найти 3 точки options в поп-апе. А что там действительно был такой селектор, My Actions. Я не уверен, что достучишься не по полному селектору. Загрузка не происходила. Три точки не нажималось. Ну да, вот это уже полный селектор, который я дал не просто хэштег, а именно полный селектор. Вот так вот пишем автотесты. QA пишется приблизительно, ну, в точность очень похоже. Транскрипт загружен. В первом видео транскрипт успешно был загружен, а во втором видео все дошло до открытой вкладки, там, где уже есть троеточие, но кнопка троеточие Options не была нажата, и субтитры в втором видео скачаны не были.
исключи из git отслеживания эти файлы. Добавь в git ignore. Так, у него забился контекст, он делает summary. А, кстати, за все вот это вот время у нас не зависал ни разу. То есть новая версия уже работает актуально. Может быть, они выпустили это обновление, чтобы бороться с той ошибкой, которая была. Окей. Окей. Yes. Так, git rm. Угу. Убрать из отслеживания. Окей. Готово. Да, запускай. Смотрим, что там. Что-то он запустил, но упала с ошибкой 1. Что-то в коде не так. Вот они уже ушли из отслеживания, хорошо. Читает дампы файлы. Как раз удобненько, что мы сюда все собирали, чтобы заново не запускать все в режиме. Да. А тут дело в том, что в первом видео он находит, где скачать субтитры, а во втором видео, когда заходит внутрь, то уже точно такой же селектор, троеточие и options он уже не находит. То есть тут вопрос не почему он находит или не находит, а почему он в первый раз находит, а во второй раз уже не находит. То есть ты лучше ищи в таком параметре.
Он ищет сейчас глобально, почему не находит. А я его направляю на мысль, что ситуация другая. Вот он пишет, что вот такой вот селектор, он уже находится в дом, но а, при этом он не находит этот селектор. А давайте посмотрим логи. Кликну Edit Subtitles. Не появился за 5 секунд. Ошибка. Я бы его, наверное, прервал, потому что я хочу, чтобы он вот это прочитал. Это ему облегчит работу. А как его прервать? Escape to interrupt. Но я нажимаю Escape, а ничего не происходит. Он увидел, что... увидел мое сообщение. Не пришлось прерывать. И думает, может быть, несколько элементов. Элемент есть в дом, второе видео, но Playwright его не находит. Скорее всего, он в Shadow DOM или iFrame, посмотреть контент. Да. И он понял, что второго видео, да? Это хорошо. Так, просто опишу, что мы сейчас делаем. Если до этого мы смогли залогиниться, зайти и наклацать, что здесь субтитры, то сейчас мы хотим для начала скачать, а потом обработать. Вот Options и Download. Здесь он успешно обрабатывает первый файл, но на втором файле он как-то падает. То есть что-то здесь он не находит. Ошибка, нет такого селектора. При этом он уже в первом... ну вот и ответ. То есть здесь ищет полный селектор, а во втором ищет неполный селектор. Я посмотрел логи, и в логах в 33-й строке указан полный селектор, и он находится, а в 43-й строке ошибка, и указан неполный селектор, поэтому он и не находится. То есть просто нужно искать по полному селектору, и почему-то в первый раз там правильный селектор прописан, а потом уже прописан для повторных видео неправильный селектор. Вот в чем там, я думаю, загвоздка. Не в том, что там какой-то скрытый элемент или еще какие-то таинства проходят.
Просто неправильный селектор. Нет. Да. Несмотря на то, что я отменил, по-моему, он все равно старается что-то выполнять в фоне. Он не послушался моей команды остановиться. А почему он тут пишет, что элемент есть в дом? Потому что он, этот элемент, кусочек, вот этот вот, он действительно присутствует, но чтобы до него достучаться, нужен полный селектор. Нужен полный вот этот вот селектор. Да, так он может его найти, но достучаться до него не может. Ох, что-то он как-то тут много всего пишет. Диагностика, UTCP button на странице. Сохраняем состояние дом после клика, отдельный файл по видео ID. Ну окей, да, окей. 10 секунд. Он хочет менять 10 секунд на 5 секунд на 10. Пусть будет 5 секунд. Да. Ну вот, то есть мы указали только одно изменение, а он все остальное уже применил и работает только с тем, что мы сказали. Так, а что это за такая штука интересная, которая идет? Давайте мы узнаем 10 слов об этом коде. Извлекает 300 символов до и после More Actions меню, начиная с 1553 строки. Скажи, пожалуйста, страницы наши, которые бэклог, которые показывают дом страниц, они каждую сессию перезаписываются? Ведь если нет, то сделай, чтобы они каждую сессию перезаписывались. 1300 строк — это нездоровая штука. Так, и я не могу 2 background tasks to manage. То есть он извлекает какие-то строки. И как вот остановить? Эскейпом я просто ухожу куда-то. Табуляция. Так, вверх-вниз. Ага, вот так вот он переключается. X to stop. Escape to close. Ага, X to stop. Я нажимаю вроде бы X. Но оно не отрабатывает.
и некуда написать сообщение ему. Я больше, наверное, от этого страдаю, уже сильно привык, что можно ему донакидывать какие-то задания по ходу, чтобы или расширить контекст, или чтобы он потом принял эту задачу в исполнение. И когда некуда вписывать, конечно, я страдаю. Прямо как антигравити. Ну, даже в антигравити он готов был принимать от меня сообщения, но они как-то накапливались в облаке, и потом надо было нажимать дополнительную кнопку для того, чтобы они сработали. Я думаю, он тупит. Он, по-моему, еще не увидел мой комментарий, что просто неполный селектор. Где мой комментарий? Дело в том, что первым он находит, а во втором не находит. Он скушал мой комментарий вместе с какой-то командой и начал какие-то выполнения. Так. Клауды. Прочитай md файлы в корне. Первый селектор написан правильно, и в логах он значится правильным. А когда уже в вторых видео идет поиск, то там происходит поиск по неполному селектору. Используй из логов полный селектор и используй в коде для повторных видео полный селектор, чтобы все получалось скачивать и для второго видео. Так, он вроде бы растормозился. Подтверждено в дампе второго видео. More Actions меню, только CSS классы. More Actions меню, никакого элемента ID нет. По папу второго видео другой. Диагностика, которую я добавил, выведет в лог все видимые кнопки, Actions, элементы после клика. Так мы узнаем правильный селектор для троеточия второго видео. Запустите скрипт. Ну, тут он что-то начал тормозить, поэтому сразу переключаемся сюда. Вот здесь просто был неполный селектор, вот как он был прописан, а вот как на самом деле его надо прописать. Да, погнали. Готово, изменено, ждем именно тот элемент. Пускай. Скрипт. Мы закончили тот терминал, он что-то начал глючить уже.
Так, пока все успешно. Заходит первый, ждет. Скачивает успешно. Заходит во второе видео. 3, 4, 5. Кликает, ну, я не понимаю. Скачивание, по-моему, или произошло. Так, надо очистить все отсюда. Чтобы я понимал, что сработало, что не сработало. Еще раз. Да. Да. Запустить. Пускается. Переходим в студию. Открываем первое видео. Ожидаем появления элемента. Троеточие. Скачиваем. Получается. Второе видео. Ждем появления. Скачивается. Появляется. Да. 2 файла успешно скачано. Я не понимаю, что за формат этого файла. И почему я не могу его открыть на компьютере. Все хорошо, мы настроили, файл субтитров скачивается, но он какой-то битый. Как бы это описать? Он как файл не открывается, он содержит из себя числобуквенные какие-то обозначения. При клике по нему он не открывается, при показать в папке он не открывается. Исходя из моего опыта, я могу сказать, что это временный файл, который не дозаписался из временных файлов в постоянный. Как-то вот он не дозаписался. А почему не дозаписался, я не знаю. Вот такой вот вывод. Причем, если я вручную делаю это, то происходит то же самое. То есть он какой-то неполноценный файл. Причем пару раз я видел, что у нас получилось загрузить текстовый файл субтитров этим же действием, то есть мы ничего другого не делали то же самое. Но загрузился файл, который называется, по-другому он называется transcript.txt. А эти файлы, они даже нигде не появляются в скачанных. Вот, исходя из этого, какие у тебя есть предположения, что не так и как это лечить? Вот такая вот у нас багулина. Субтитры вроде бы скачиваются, но они не скачиваются. Ну, то есть кнопки уже нажимаются до самого конца, но именно сам файл не генерируется, как-то не скачивается. Так, а что сделаем, если мы здесь зайдем? Edit Subtitles, троеточие, Download. Здесь хороший транскрипт загружается успешно.
То есть получается что-то не так с... Я знаю, что не так. Ты знаешь, я знаю, что не так. Давай мы... После того, как зайдем в редактирование субтитров, поставим отбойник на ожидание прямо, наверное, даже 20 секунд, потому что бывает, они очень долго подгружаются. И я так понимаю, что вот этот вот файл субтитров, он динамичный. И робот настолько быстро успевает нажать кнопки, что субтитры еще не успели подгрузиться, и получается скачивается битый файл с отсутствием содержимого. Поэтому нам надо как-то, в идеале нам надо понять, что субтитры полностью загрузились. То есть если есть какая-то отметка, что уже загрузились, то хорошо. Но если нет, давай тогда будем действовать по просто явному ожиданию 20 секунд после того, как кликнули редактировать субтитры. Только тогда заходить в троеточие и скачивать субтитры. Сейчас попробую еще раз. Может, это просто дело в самом каком-то браузере, вот этом вот, который специальный. Потому что я же... Вот, он скачался корректно после того, как я делал все медленно. Здесь, если я захожу тоже Languages, Edit Subtitles, сразу скачать. После того, как оно все прогрузилось до конца, то, наверное, тогда уже скачивается именно файл. Поэтому я думаю, что я правильно отдебажил на опыте вот эту вот штуку. Да. Готово, запускаем? Да. Запускаем, смотрим, что будет. Просто я не до конца понимаю, к какому элементу там можно подвязаться, потому что текст динамически загружается, и когда он загрузится до конца, что будет в конце, мне не до конца понятно. Поэтому я выставляю явное ожидание, что не является супер эффективной практикой, но типа норм. Вот, они полностью загрузились здесь. Потом появились здесь, визуализация появилась. Скачали, но мы скачали опять фигню. Ты знаешь, после того, как браузер и студия какое-то время открыты, и когда ты зашел и скачал вот эти вот субтитры, то изначально сейчас они скачаны опять вот в такой вот абракадабре нечитаемой, то есть это не файл. Ты же находишься у меня на компьютере, и ты можешь знать, куда записываются файлы.
файлы записываются в вот этот вот адрес, я тебе сейчас сброшу. Они здесь лежат в корне, и они называются, ну, что-нибудь там по подобию каких-то таких вот транскрипт txt, транскрипт txt1, транскрипт txt2, 3 и остальное, все такое вот. То есть, если здесь нового файла не появилось, то тогда нужно возвращать нашего демона, скажем, еще через 1 минуту, чтобы он заходил, пробовал нажать туда же Edit Subtitles и Download Subtitles. Тоже, наверное, с таким же ожиданием перед нажатием кнопки Download Subtitles и проверять, появился ли у нас фактический файл там. Когда ошибка такая динамическая, то ее сложно ловить. Вот я пытаюсь через время загрузить эти файлы, и я все равно не вижу, что что-то получается. Просто временные файлы какие-то грузятся, но физический файл не загружается. Пытаюсь поймать какой-то триггер, то есть нахожусь на самой странице долго и пытаюсь просто, находясь на ней, через время нажимать Download Subtitles, но это не работает. Пытаюсь идти там, где все видео, возвращаюсь, захожу в новый файл, Language, Edit Subtitles, Download Subtitles, грузится какая-то всякая фигня непонятная. Да, файлы как-то не загружаются. При этом, если зайти из браузера, который второй, зайти Edit Subtitles, Download Subtitles, скачиваются реальные субтитры. Если после этого вернуться в вот этот наш управляемый браузер, все равно одинаково так же. А может быть, надо обновить страницу, Edit Subtitles, подождать. Download Subtitles, нет, не срабатывает. Если Ctrl-Shift-R, Edit Subtitles, троеточие, Download Subtitles, нет, все равно там 5DD FB2A минус 277C минус 414F минус A671 минус BC EC 2383442B. Вот, и ничего не скачивает. Я думаю, я тебе описал поведение. Наверное, надо тебе поискать в интернете, что это и как с ним быть. Очень надеюсь, что сможет обработать смог GPT-ха наш умничка. Так, ну и вот загружаем клауды такой задачкой. Пусть ищет в интернете. Так, есть ли у него разрешение искать в интернете?
Ну, сейчас он спросит и, наверное, добавит сюда. Ну, классно. Качественно ищет. Ну, и мы, конечно, качественно ему описали. Да, это прикол, что не скачивается файлом, а сейчас скачался. А в чем разница? А сейчас я повторно зашел в эти же вкладки в браузере и успешно скачались субтитры. То есть, наверное, нужно добавить такую вот демон, который отслеживает, ну, давай, чтобы не грузить систему, там, один раз в минуту. Ну, или триггерно, да, то есть вот запустился скрипт скачивания, и, скорее всего, файл скачался. И скрипт должен запуститься один раз после одного нажатия кнопки, через, там, допустим, 5 секунд появился ли новый файл. Вот в этом, в Downloads. Может быть, именно сессия залогинивания должна быть такой длинной. Я думаю, ну сколько? Ну, до результата. Сколько надо будет? Там 5 минут, там 10 минут надо будет заходить, пробовать Edit Subtitles, Options, Download Subtitles, и загружается ли действительно файл, транскрипт, в скобках какая-то циферка, .txt, или просто. Вот, так что я думаю, стратегия будет такая. Корень проблемы, когда Chrome запущен через subprocess, и мы подключаемся через Connect over CDP, Playwright не владеет процессом браузера. Он пытается перехватить загрузки через временную папку, но файл туда записывается с UUID именем и часто битый пустой. Это подтверждает баг в нескольких ищи Playwright. С CDP работает надежно или вообще не работает. Особенно если скачивание триггерится пост-запросом, а YouTube Studio именно так и делает. Решение самое надежное — добавить флаг Download Default Directory при запуске Chrome. Тогда Chrome пишет файлы сам в нужную папку, минуя Playwright полностью. После клика мониторим папку, ждем появления нового транскрипт. Ну, то есть он красиво описал, как все происходит, а мы ему новую информацию, которая полностью все меняет. Понял стратегию, вот план, логика для функции скачивания. Снимай снапшот папки downloads, список транскрипт. До клика кликаем Download Subtitles, ждем 5 секунд, проверяем, появился ли новый файл. Если появился успех, логируем имя файла. Если нет, retry, возвращаемся на Transcription, кликаем Edit Subtitles, ждем 20 секунд, кликаем Options, Download, проверяем снова. Максимум 5 попыток, 5 минут на видео, потом пишем ошибку и даем дальше. Да, мне нравится.
Дополнительно добавим флаг download default directory see users webcode blogger downloads при запуске Chrome, чтобы гарантировать, что файл всегда идут туда, а не случайную папку. Ну, окей, да. То есть, в принципе, бывает, что можно выбрать по-разному, и здесь он будет принудительно это прописывать. Поиск... ну да, вот WebSearch есть в разрешенных, так что я думал, что он сейчас появится здесь, а он уже был давно разрешен. Окей. Все пока в рамках того, что мы с ним обсудили. Возвращаем множество полных путей транскрипт TXT файлов в папке Downloads, да. И ждем появления нового транскрипт TXT файла, возвращаем имя файла или known. Да. Теперь переписываю блок после язык Russian, заменяю одну попытку на retry блок. Окей. Хорошо. Убираем import OS. Финальная проверка кода. Код чистый. Запускаем. Да, запускаем. Убиваем старые процессы. Да. Молодец, помнит, чтобы у нас там не висело непонятно что. Запуск main в фоне. Да. Открыл браузер, но, по-моему, он открыл сразу два браузера. Так. Здесь ждет. По-моему, он туда вообще не туда тыкнул куда-то. Так, он успешно зашел там, где у нас субтитры. Скачал, но скачал вот какой-то такой файл, который не сильно правильный. То есть он не подходит. Идет попытка второго скачивания запущена. Он повторно открыл, ждет 20 секунд. Скачивает опять безуспешно, но во всяком случае он делает попытки. Так, что он выводит в
Скачиваю субтитры. Кликнул Edit Subtitles. Ждем 20 секунд. Файлов Transcription, Downloads. До клика 10. Ага, ну то есть он систематически выполняет нашу команду. Автономно. Без нас. Если мы за ним не будем смотреть, то да, без нас. Опять какая-то там кракозябра скачана. Так. Retry работает, но файл стабильно не появляется в Downloads. Это подтверждает проблему с CDP. Download Default Directory не помогают при CDP подключении. Chrome пишет файлы куда-то в другое место. Нужно найти, куда реально падают эти файлы. При CDP поищи прямо сейчас. Нет смысла искать, куда падают файлы. Они явно темп файлы, то есть временные какие-то, и они, куда бы они ни падали, они битые. То есть они, что-то с ними не так, они все равно не откроются. То есть при попытке зайти в браузер и кликнуть там, где New Download Available, и при попытке навести на файл, там появляется такая папочка, и при попытке кликнуть на папку, то не открывается ничего. А если не открывается ничего, то они нигде. То есть они в временных каких-то файлах, к которым доступ невозможен. Поэтому нет смысла именно искать, где эти файлы написаны. Это нам не даст результата, так что не нужно. Так, что там у нас скачивалось? Раз, два, три, четыре, пять. Понял, тогда причина ясна. Когда Playwright подключается через Connect over CDP, он автоматически перехватывает все загрузки и перенаправляет их в свою временную папку. Перенаправляя даже флаг Download Default Directory, туда доступа нет, файлы битые. Решение сразу после подключения к CDP отправлять команду page set down load behavior напрямую через CDP-сессию. Это переопределит Playwright и заставит Chrome писать файлы в нужную папку. Одна строка в main после этого, как берем page. Да, пробуем. Вот с нас как с кожаных мешков. Наблюдательность и логика, с него знание и умение. Убиваем старые процессы, да. Запускаем main.py в фоновом режиме, да. Так, зашел в нужную. Кстати, интересно, он сразу зашел в второе видео.
барабанную дробь. Ура! И он еще должен прочесть и понять, что действительно получилось скачивание. Так, успех, субтитры загружены, язык русский установлен, предопределил playwright, background команд. Это снова старый процесс упал от taskkill, норма игнорируем. Что скажешь по... открывается нормально, то есть он знает название файла. Кстати, да, открывается нормально или нет, непонятно, потому что я пытаюсь его открыть, но он не открывается. Потому что у нас не выбрано, через что открывать. Да вроде бы выбрано, что через это. Ну ладно. Так, уже сам открывает. И если здесь мы пробуем открывать методом клика, то он не хочет открывать. А клик по папке тоже не срабатывает. Но зато если здесь, то все открывается. Все идеально сработало. Давай еще раз попробуем, прогоним этот тест. Так, вначале отправляем ему, а потом закрываем вот эти вот Google Chrome, которые были открыты его процессом. Да, запускаем. Да, запускаем. Так, в видео зашли. Ожидание, пока загрузятся субтитры. Куда он заходит первый раз? Это он заходит какие-то... Так, что у нас тут? Загрузок нету. Куда он заходит? Как у него это срабатывает? Хорошо, что у нас цикл. То есть со второго раза оно уже как-то более адекватно срабатывает. Успешно скачали. Я чуть-чуть удивлен, что транскрипт TXT без добавления, что это какой-то новый. То есть он перезаписался. Больше 10 он, наверное, не может писать. Не умеет 11 создавать. Окей. Он пошел во второе видео. Но, по-моему, это то же самое видео. Все. Он скачивает одно и то же. Потому что у нас здесь уже забит реестр всего, то он видит, что слепок один и тот же, он отслеживает по имени, а не отслеживает дату изменения. Да, то есть есть такой вот момент. Что оказалось, что при скачивании есть ограничение у Chrome создавать
первый файл просто по названию файла, а дальше в скобках добавлять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а после 10 идет уже перезаписывание первого файла, который идет без цифры. И потом происходит перезаписывание этого же файла. Поэтому нужно в слепок скачанных файлов добавлять не только название, но и дата создания плюс дата модификации, я думаю. Вот, чтобы понять, что файл действительно был скачан только что. Вот такой вот нюанс мы увидели. Скачивается. Отсюда почему-то не открывается, но отсюда успешно открывается. И здесь уже, когда слепок был привязан просто к названию, то, я думаю, у нас все сработало. Он заходит опять сюда и будет опять скачивать. Странно. Файл просто перезаписывается. А что я вижу после последних изменений? С одной стороны, файл действительно скачивается, а с другой стороны, он вообще имеет постоянно стабильное имя. То есть и к нему перестали применяться вот это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я думаю, это из-за какого-то обязательного флага, который стоит куда скачивать. Да, то есть он постоянно скачивает транскрипт .txt, и нету никаких вариантов других. То есть он файл сам перезаписывается. Так, я пытаюсь скопировать файл, вставить сюда. Почему не вставляется? Paste, Ctrl-Shift-V, Ctrl-V. Так, вставили ему коммент, что файл перезаписывается, и это как-то странно. То есть если несколько файлов, то будут какие-то вопросы, скорее всего. То есть до этого было прикольненько, что они так нумеруются. Ну вот, допустим, первый так, а второй файл уже с единичкой. А здесь так не происходит. Здесь, если мы скачиваем, то файл перезаписывается в себя же, без единички. Похоже, сообщение оборвалось, ты пытался что-то вставить, попробуй еще раз, расскажи, что хотел. Копировать, вставить. Оно же должно вставляться. Окей, хорошо. Тогда
через другую терминальную штуку. Зайдем, скопируем и вставим. Это просто адрес, куда перезаписывается файл. Понял, значит, с page set download behavior файл всегда пишется в transcript.txt и перезаписывается без нумерации. Это значит, текущая логика слепка по имени файлов не работает. Уже был в папке до клика, поэтому new файл. Когда пуст, нужно переключиться на проверку по времени модификации. То, что я предлагал в правке, которую делаем. Да. Как с человеком пообщался. Поругал меня, что он уже предлагал мне эту правку, а я ее не принял. Вот так вот. Искусственный интеллект. Да. Так, как-то у нас все изменилось. Запускаем. Да. Пробуем. Да. Мы уже знаем, что открывается два почему-то процесса. Один ненужный, второй нужный. В нужном продолжается все. Ну, это самое главное. Отладкой заниматься не хочу. Так, и будем смотреть в терминал, что у нас тут происходит. Он скачал. Сейчас он должен понять, что он скачал. Он вроде бы понял, потому что пошел в следующее видео. Это второе видео. Второе скачал, но самозаменил его. И вернулся в корень. Все хорошо, получилось скачать оба файла. Единственное, они вот с одним и тем же наименованием, то есть в скобочках цифры не добавляются. Можно ли вернуть как было, чтобы цифры добавлялись, но чтобы файл стабильно скачивался? Потому что если несколько видео, то, наверное... Хотя нет. Ты знаешь, то как есть, давай оставим такую логику. А дальше потом уже это со временем доработаем до чего-то другого. А сейчас этого достаточно. Спасибо. Все. Сделай, пожалуйста, текст коммита. Смотрим изменения, дату коммита, да. Он там, у него была забита память, поэтому, да, он сейчас обновит все.
Сессия 4-часовая обновилась, а недельная, 5% нормально. Создает коммит. Нет, я сам. Готово. Запушили. И это доступно на гите. А что сейчас делает скрипт? Заходит в видео, смотрит, где privates, заходит внутрь, выбирает язык русский. Если уже выбран, то заходит edit субтитры и скачивает download subtitles. Вот так вот мы написали такой парсер данных. А при этом, можно сказать, мало задействовали наш лимит именно токенов, но при этом достаточно были вовлечены в процесс. И я считаю, что это правильно, потому что то, как он предлагал часто, он заводил сам себя в тупик, из которого могли его вывести только мы. То есть мы правильно насчет селектора там посмотрели, он там начал мудрить какие-то айфреймы, там что-то там, скрытые контенты, появляется, не появляется, там начал логику разрабатывать, как усложнять всякие сложные штуки. Вот, ну, поэтому я думаю, что все-таки пока что, да, вот разработка, она с участием человека, потому что у нас контекстное окно больше, чем у робота, пока что можем удерживать в своей памяти, что мы делаем, почему, и наблюдать, если что-то не так. Финансового вам благополучия, пусть все получается